Добрый вечер, уважаемые подписчики. Сегодня мы варим варенье из крыжовника. Значит, варю я его немножко по-другому, не как остальные ягоды. Значит, для этого надо приготовить сироп сначала. Вот примерно 200 грамм горячей воды я налила. Сейчас включу газ. Вот, сразу на сильный огонь ставлю, чтобы побыстрее сахар растворился. У меня, значит, вот крыжовника 2 килограмма ровно. Значит, беру я 2 килограмма сахара. Килограмм я сейчас растворяю. Вот. В стакане воды, считайте. Вот, делаю сироп, потому что кожица у крыжовника потолще. Поэтому приходится делать сироп. Вот сейчас он быстро растворится. Я специально горячую воду налила и большой огонь сделала. Вот, значит, в этом году крыжовник немножко помельче, видимо, из-за жаркой погоды. Вообще очень крупный крыжовник у меня и сладкий. Поэтому я сахару кладу, значит, килограмм на килограмм. Вот, вполне достаточно. Сейчас он еще сок даст, крыжовник обварится. Вот я его, прокипячу, крыжовник, буквально в сиропе, минут 10, самое большое. Вот, уберу пену и оставлю до завтра. Завтра будем доваривать. Так, вот сейчас сироп уже почти разошелся. Так, вот уже весь сахар почти растаял. Можно не обязательно до конца его. Так, сейчас, значит, мы начнем засыпать ягоды. Делать надо очень аккуратно, чтобы брызги не летели. Вот. Огонь у меня пока сильный, так что это сейчас не важно. Сахар побыстрее, остальное дорастает и все. Вот видите, какой крыжовник у нас красивый. Весь созрел. Последние уже собрали. И вот решили сделать видео. Варенье получается очень вкусное, душистое. Вот. Так что, если понравится, пожалуйста, делайте. Буду очень рада, если вам понравится. Так, вот почти. Вот весь 2 килограмма здесь у меня есть. Я их все сюда выложу. Предварительно, конечно, я крыжовник усики и хвостики отстригла, промыла. Так что в наичистейшем виде. Вот. И сейчас. Так. Ставим. Вот видите его? Кажется, его много. Ничего. Сейчас шкурка начнет лопаться, сок вытекать будет. И будет достаточно влаги. Вот подождем сейчас, пока на сильном огне у меня. Вот потом посмотрим, какой он станет. Вот видите, прошло 5 минут. Огонь я потише немножко сделала, чтобы не сильно кипело. Видите, как ягода поменяла цвет уже. Вот, сироп стал вон какой красивый. Вот сейчас еще минут 5-10, в зависимости от того, как ягоды поменяют весь цвет, станут такими вот розоватыми. Вот, я потом отставлю до завтра тазик. Вот, больше ничего варить не будем. В общем, еще 5-10 минут, пока все ягоды не станут вот такого цвета. Не обязательно, чтобы они кипели сильно. Так процесс идет и идет. Сок ягода отдаст, и потом будет настаиваться в собственном соку до завтрашнего утра.
Так что вот так. Пока все. До завтра. Так, доброе утро, подписчики. Продолжаем варить варенье. Так, видите, оно за ночь, ягоды пропитались своим же сиропом. Вот, стали потемнее немножко. Вот теперь сейчас будем варить. Сейчас доведем до кипения. Появится пенка. Пенку будем убирать постепенно. Ну и будем смотреть по сиропу, значит, когда приготовится варенье. Вот, а пока ждем, когда закипит. Варенье закипело. Видите, пенка пошла. Высыпаем еще килограмм сахара. Высыпали. Аккуратно его вот так погрузим. Он сейчас быстро разойдется. Видите, сколько варенья сразу получилось? От сока, от сахара. Вот слегка помешаем. Ягодки все целые. Вот. Ну, теперь пока будем варить. Варить. Вот минут через 15 посмотрим, что у нас дальше будет. Пока отключимся. Вот прошло 20 минут. Я засекала. Значит, я варенье, значит, на тихий огонь поставила, чтобы не было бурного такого кипения, чтобы пена не образовывалась сильно. А так она кипит, кипит, и немножко пенка образовывается, легче снять. Вот, значит, я уже проверила на ноготь капельку. Видите? Держится, но растекается еще немножко. Это значит, считай, что варенье почти готово. Что мы дальше делаем? Я добавляю 5 листиков вишни. Специально такие небольшие листики. Это придаст варенью еще лучший аромат. Очень душистое будет вкусное варенье. Вот 5 листиков. Так они и будут в варенье. Вот еще минут 5 покипят. И можно будет выключить варенье. И дать ему остывать. Вот. Ну вот пока все. Значит, минут 5 еще покипят с листиками. Проверим опять капельку, не растекается ли она. Если не растекается, стоит хорошим таким, ну, такой капелькой. Вот, то значит, варенье уже можно выключать. Вот, у всех может быть по-разному, где-то минут 5-10 разница. Вот, ну, вообще это верный способ. Вот так дайте ложке стечь, и вот последнюю капельку, которая на ложке образуется. Вот, сейчас. Оп. Видите, она еще растекается. Значит, варенье еще немножко должно покипеть. Как только не будет растекаться, все, варенье готово. Вот, можно будет выключить, пенку снять и оставить, как я говорю, отдыхать варенье. Пока все. Ну вот, наше варенье остыло. Я уже, пока оно варилось, я банки приготовила. Вот, сейчас будем накладывать. Видите, какое густое получилось. Вначале вроде жидковато было, а вот оно постояло. Видите, и ягоды сохранились. Вот какие. И красивое варенье получилось. Листочки какие здесь я вишневые клала. Так вместе с вареньем и в банку положим. Вот, варенье получается ароматное, очень вкусное. Крыжовник у меня кисло-сладкий. Ну уж он переспел, стал сладким просто. Но варенье немножечко с кислинкой все равно. Вот, так что варите варенье, пробуйте. Если что-то будет вас интересовать, пишите в комментариях.
Может быть, у вас какие-то хорошие рецепты есть. Предлагайте, будем пробовать. Вот. На этом прощаемся. Будем ждать откликов. Вот. Такое варенье. Всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал.